Приветствуем вас на лучшем вайшнавском кулинарном канале Шрид Хам Майпуре на кухне Матаджи Ананда Гопики. Харе Кришна, Матаджи. Харе Кришна. Ну что мы сегодня с вами приготовим? Сегодня мы сделаем простые парадхи. У нас уже были парадхи с паниром, панир-парадхи. У нас уже были необычные такие слоеные лачи-парадхи, или керала парота еще называют. И теперь мы сделаем простые парадхи. Что значит простые парадхи? Значит, что у них не будет начинки. Но все же это будут парадхи. Что такое парадхи? Почему именно это называется парадха? Чем отличается от чапати от пури? Да? Тем, что в тесто обязательно добавляется ги, и обжариваются они тоже при помощи ги. То есть тесто замешивается обязательно одинаково у всех парадх, какие бы виды парадх не существовали, обжариваются примерно одинаково. Из какой муки можно сделать парадху? Можно сделать из белой муки пшеничной, то есть здесь идет пшеничная мука. Можно сделать ее более здоровой, добавить цельнозерновой муки. Единственное, если она будет очень грубая, такая будет немножко тяжело. Вот, тогда лучше, если прям такая грубая цельнозерновая мука, можно сделать одну часть белой муки, нет, две части, как я делаю-то? Можно сделать пополам, в общем. Мы сегодня сделаем пополам, но не с очень грубой цельнозерновой мукой. У нас мука для чапати, она не очень грубая, она больше похожа на муку второго сорта, вот, которая в России доступна. То есть вот даже видно, здесь они разного цвета. Это обычная белая мука, а это мука для чапати ата. А просто из ата можно делать? Смотрите, они будут у нас делаться определенным образом, сворачиваться, и такие немножко получаются слоеные. Дело в том, что если кто-то пытался делать из слоеного теста из цельнозерновой муки, вы, наверное, замечали, что слои не получаются, они как бы слипаются. Вы можете сделать так, но то есть результат будет немножко, то есть будете готовы, что немножко слои будут слипаться, может быть. Смотри, какая мука тоже бывает разная. Вот. И потому что цельнозерновая мука, она такая более какая-то рыхлая, что ли, она больше впитывает влагу. И получается немножко другой результат. Поэтому можно сделать из цельнозерновой муки парадхи без проблем. То есть, ну, просто вы должны понимать, что если у вас не получится вот такой слоистости, то значит это из-за муки. Так-то вы все правильно сделали. Вот. Значит, муки мы берем 2 чашки. Чашка это, как я напоминаю, у нас просто я меряю объемами, как и все индийские рецепты. Чашка это вообще 250 миллилитров. То есть чашка или стаканчик 250 миллилитров. Если у вас есть, можно им все отмерять, все рецепты. Обычно чашка это 250 миллилитров. Вот. И мы 2 муки смешали. Значит, добавляем. Сразу можно посолить. Соли здесь идет где-то пол чайной ложки. Вот такой объем муки. И нам нужно здесь добавить ги. На парадхи на 2 чашки идет 2 чайные ложки масла. Масло у нас должно быть ги, топленое масло. Или вы можете растопить сливочное масло, в принципе, добавить тоже здесь можно. И мы добавляем воду. Только главное, что... Нет, сейчас мы размешаем, потом добавим воду. Просто приготовить нужно воду. Вода нужна комнатной температуры или чуть теплая. Если в помещении у вас прохладно, тогда лучше, чтобы она была чуть теплая. Почему? Потому что вот мы сейчас будем втирать масло в муку. Сейчас она у нас жидкая, такое у нас тепло. И вы знаете, что ги, оно может чуть-чуть твердеть, как бы, да, ну не совсем как сливочное масло, но слегка оно консистенцию меняет в холоде. И если вы добавите какую-то холодную воду, у вас в помещении прохладно, то вот это вот то, что вы вот так вот растворили масло в муке, оно обратно может такими кристалликами затвердеть. Поэтому лучше или теплую воду, или прям комнатную, если тепло у вас в помещении. Значит, мы растираем очень хорошо. Нам нужно, чтобы не осталось вот этих вот крупинок, да, ги, чтобы все хорошо однородно получалось. Вот, и мы добавляем воду. Здесь будет зависеть от того, какая у вас мука, какая влажность помещения, насколько мука это пропитана влагой, потому что если у вас влажно, то у вас меньше воды возьмет тесто, если у вас сухо, то больше, поэтому здесь сложно сказать. Мы будем ориентироваться по конечному результату, какое у нас получится тесто. И тесто должно быть не очень тугое, но и не очень такое, прям, знаете, нежное, ползучее.
Оно должно быть достаточно эластичное и тугое, то есть одновременно. Все, и мы тесто должны оставить. Почему? Потому что вот эта вот эластичность теста достигается только когда оно постоит. И обычно на паратхе, на чапати, на пури также мы оставляем тесто на полчаса. Что нужно сделать? Его нужно накрыть, чтобы оно не сохло, можно пленкой. Или мы сейчас так сделаем, мы покроем просто сверху ги. И если оно у вас покрыто сверху ги, то оно у вас не будет сохнуть. Ну и просто вы накроете его просто уже, чтобы не полилось, ничего такого. Так, вот уже такая консистенция уже правильная. То есть получается такое достаточно тугое, но не сухое тесто такое, очень податливое. Приятное такое, как пластилин. Вот, значит, тесто такое получилось у нас. Из него получится примерно 4 паратхи, но это зависит от размера. То есть будете больше делать размером, будет, соответственно, меньше паратх. И мы его оставляем, как я уже сказала, мы немножко его сверху ги смажем. Так оно не будет сохнуть. И просто накроем. И оставим на полчаса. Вот у нас тесто постояло полчаса, и оно стало очень-очень такое мягкое. И когда его, допустим, раскатываешь, оно уже вот так не рвется, оно просто уже вот тянется очень здорово. Будет с ним очень легко работать. Если мы немножко еще разомнем. Значит, что нам нужно? Нам нужна поверхность сухая, чистая. Нужна мука для раскатывания. И нужно будет ги. И с кисточкой можно. Ну и скалка, конечно. Так, сколько если на 4 части поделаем, поделим, сделаем 4 паратхи. Есть два способа складывания паратх, покажу оба. Значит, сначала просто мы раскатываем тоненько обычно. Здесь даже не важно, чтобы очень было кругло, потому что мы все равно будем ее складывать. То есть примерно где-то в круг раскатываем. Не сильно, как говорится, фигурно. А толщина? Ну, потоньше надо раскатать, как чапати примерно. Вот раскатали. Ну да, примерно вот как чапати получилось. Чуть толще будет, вообще не страшно. И мы смазываем ги. Паратха вообще известна тем, что это очень такая жирная лепешка. То есть паратхи нельзя приготовить нежирно, если вы не хотите, там пытаетесь что-то с ними сделать, там запекать, что-то там, ну это не паратхи, это другое блюдо вообще. Паратхи, вот если у индуса спросить, что такое паратха, он говорит, что когда берешь паратху, с пальца должно капать ги, это значит правильно приготовлена паратха. У нас даже до такого мы еще. Простую паратху? Любая. И можно немного мукой посыпать, чтобы у нас слои остались. Особенно по краю я посыпаю обычно, чтобы масло не сильно вылазило. Сейчас будем раскатывать. Значит, первый способ складывания мы складываем один раз пополам, еще раз смазываем. То есть у нас получится такая немножко слоеная. И еще раз пополам. И получится такая треугольная паратха. Потом мы ее раскатаем, сейчас пока положим. Обычно так делают сначала, что-то какие-то, если формы придают тесту, сначала делают. То есть мы ее уже потянули, помучили. Сейчас она должна немножко расслабиться, тоже все эти глютены. И потом мы раскатаем. И второй способ покажу сразу. Раскатали мы тоже такой кружочек, такой же толщины. Тоже смазываем. Ну, смазать, если хотите, можно чуть поменьше. Но я имею в виду, если не хотите сильно жирно. Просто если чем меньше смажете, тем больше шансов, что оно у вас слипнется. Затем мы складываем теперь вот так. Раз, два. Еще раз смазываем. Особенно вот эту центральную часть. И еще раз. Раз, помазали. И два. То здесь получается больше слоев. И она получается квадратная. Ну, мы раскатаем, там примерно будет. Вот, значит, еще две сделаем.
И потом будем раскатывать и обжаривать. Еще бывает, ну, тоже категория обычных парадх относится в том плане, что они без начинки. Но бывает еще добавляют разные специи для аромата. Добавляют либо шамбалы, листья, прям в тесто, либо калинджи. И еще такая специя ашгон есть. Очень часто добавляют во все эти виды лепешек. И еще один вариант. Ашгон, да. Аджвайн, да, он называется. Вот. И еще один вид, это когда перемолотый шаг добавляете прям в тесто, и получаются такие зеленые парадхи. В этом случае вот так складывать уже не надо, просто вы ее раскатываете и обжариваете как парадху, то есть там, как мы будем обжаривать. Получается такая вот вроде лепешечка, но с чем-то, с какими-то вкраплениями. Вот, и раскатываем потом наши готовые уже парадхи аккуратненько. Получится, ну, треугольник и получится, в общем-то, такой более раскатанный. До какой толщины мы катаем? Ну, это будет миллиметра 3, наверное, то есть это уже не будет такая чапати. Чуть-чуть потолще, но не сильно. И главное, вот эти всякие края, обычно вот здесь хорошо раскатывают, а края толстые, они у нас будут плохо пропекаться. Главное, края, чтобы были у нас очень тоненькие. Тем более, что здесь у нас центр сковородки, здесь по-любому будет хорошо пропекаться, поэтому главное края хорошо вот так раскатать. И вот такая получается треуголка наша. Да, ну вот такие получились. Ну, как 2 чапати, наверное, да, толщиной? Кто чапати делал. Вот, и раскатываем так все парадхи, и потом обжариваем. Лучше сразу раскатать, так вот проще. Ну, квадратную проще, мы вот просто в 2 направления раскатываем, и все. Муку можно подсыпать немножко. Просто 2 стороны. И мы теперь обжариваем наши парадхи. Значит, сначала немного отряхнуть. Сковородка у нас разогретая хорошо. И сухую пока? Да, парадхи обжариваются сначала на сухую. Да, главное, чтобы поместилось. О, прям четко. И мы обжариваем на таком среднем огне. Нам нужно, чтобы она пропеклась. И это будет понятно, когда немножко подсохнет, как изменит цвет поверхности. Ну и можно поглядывать с той стороны. Она не должна быть прям прожарена до коричневого, потому что мы будем ее несколько раз переворачивать. То есть мы пока ее просто пропекаем. И у нас наготове стоит ги, потому что мы будем смазывать, когда перевернем 2 раз. Значит, она вот даже начала у нас почему-то сдуваться. Видимо, очень хорошо получилось. Раньше времени сдуваться. Вот, мы ее переворачиваем. Вот она такая вот подсохла, пропеклась, даже кое-где коричневые пятнышки, но она еще, мы ее не жарим. И вот с другой стороны мы ее тоже 1 минутку сейчас пропечем. Краешки особенно. И будем смазывать ги. Теперь смазываем ги, прям поверхность всю. И переворачиваем. И так она у нас пропеклась, а теперь будет поджариваться. И вот она у нас прям такая вот дышит своими всеми слоями. Это очень хорошо, значит ничего у нас слои не слиплись. Она будет такая очень внутри хорошо пропеченная, воздушная. И с этой стороны мы также смазываем. Тут на вашу щедрость, смотрите, если хотите, чтобы была настоящая индийская парадха, можно щедро смазать. В любом случае, даже если антипригарная у вас сковородка, то смазать все равно нужно. Это у нас как часть, это наш план, чтобы она у нас поджарилась, подрумянилась. И был такой аромат хороший. Ги снаружи, ги внутри, ги в тесте. В общем, парадхи это дело такое не диетическое. Если хотите диетическое, можно чапати сделать. Парадхи это такая сытная вещь. Поэтому лучше использовать ги, потому что это самое лучшее масло, топленое масло, да? Вот, самое здоровое. Оно даже пробуждает огонь пищеварения, помогает его оживить. То есть очень-очень хорошо. И с чем едят парадхи? Парадхи можно есть также с любыми сабджи, так же как и чапати, например, да? Можно с любыми сабджи. И на завтрак, например. Еще с чем едят парадхи? Парадхи едят с пиккл. Это такие острые заготовки, которые делаются раз в год, когда сезон зеленого манго. Делаются в основном из зеленого манго и добавляются еще другие овощи иногда, часто вернее. И заливается это все, очень долгий процесс на
солнце, как раз самый сезон такой жаркий, на солнце это все вялится со специями, потом горчичным маслом заливается, и получается такая острая, кислая закуска, которую мы вот это вот парадху отрываем кусочек и как бы макаем как соус. Еще можно использовать любой другой соус, который хотите, любой чатни, и получается такой или завтрак, или ужин. Парадха и какой-то чатни или соус. Вот мы так несколько раз переворачиваем, чтобы она у нас хорошо поджарилась. Главное, края вот так можете даже поприжимать. Я вот прижимаю, потому что края могут оказаться непропеченными. Ну, скорее всего, пропекутся. Просто видно, что коричневеет, в основном всегда в середке, да? Поэтому краешки поддавливаем. Ну, в принципе, я думаю, что она готова. Буквально еще несколько секунд. Мы пожарили наши парадхи. Вот. Одну разорву, покажу, как внутри. То есть внутри она идет вот такими вот слоями. Она сверху вот такая вот хрустящая, а внутри очень мягкая. Вот эти вот слои. Получается очень здорово. Спасибо вам большое, Ананда Гопика, за этот замечательный рецепт. На здоровье. Простой парадхи, который можно готовить к разным блюдам. Харе Кришна. Одна мне там написала. Ну, что это все не из разряда полезного, это уже понятно. И нечего и говорить. Если бы вы хоть как-то сделали бы что-то полезное, еще бы посмотрел бы вас, а так, что-то там. О, Господи. Иди мимо. Иди мимо. То есть